Всех с Новым годом! Меня зовут Борис Лобода, и в этом видео я хочу рассказать о конструкции ленточной пилы, над которой сейчас работаю. Пила построена по обычной схеме, в стационарном варианте. Она представляет из себя два вращающихся колеса, на которых установлено замкнутое полотно ленточной пилы. Привод осуществляется от асинхронного двигателя AR80B4. Он предназначен для включения в сеть 380 вольт. Развивает мощность 1,5 киловатта. Имеет 1400 оборотов. Привод через клиновой ремень идет на нижнее колесо у нас. Соотношение шкивов порядка 1 к 2, то есть мы получаем на нижнем колесе около 700 оборотов. Двигатель подключен к сети 220 вольт через конденсаторы рабочие. Мощность при этом теряется, и мы в результате получаем около 1 киловатта на двигателе. Длина полотна ленты составляет 2560 миллиметров. Диаметр рабочих колес 350 миллиметров. Межцентровое расстояние у меня получилось 730 миллиметров. И между колесами зазор вот этот расстояние от одного, от низа колеса до второго 380 миллиметров. У заготовки предельная высота около 300 миллиметров получается. Вчера было только, скажем так, первое тестовое пиление. Ну или другими словами сказать, это высота рабочей части пилы, скажем так, теоретическая. Но это сразу скажу, что в реальной работе пила пока не использовалась. Я пробовал на заготовке в районе 70 миллиметров. Продолжается над пилой доводка, работа еще. Требуется настройка, доводка узлов различных. Установка поддерживающих подшипников для ленты. То есть вы видите, здесь нету ничего подобного. Ну, уже можно сказать, что пила как изделие состоялась, то есть она в принципе пилит. Но предельных возможностей я пока не знаю. То есть еще рано об этом говорить. Для такого еще и она не готова, и я не готов. Для предельных каких-то тестов, пилений больших заготовок. Просто как бы принципиально она пилит на данный момент. Дальше будет продолжаться работа по ее доводке, совершенствованию. Когда-то мы дойдем и до оценки ее возможностей. Несущая конструкция, как вы видите, выполнена из дерева. Основной силовой элемент это вертикальная стойка из дуба сечением 150 на 40 миллиметров. Для крепления колес используются рамки из сосны, сечение 60 на 45 миллиметров. Углы представляют собой клееное шиповое соединение, как для верхнего, так и для нижнего колеса. Рамки врезаны в стойки, что тут можно видеть, на глубину порядка 7 миллиметров. Закреплены на клею и шурупами. Тут два сзади, два спереди крепят рамку. Вот. Нижняя часть рамки. Аналогично нижнее колесо крепится. Рамка для закрепления нижнего колеса. Для навески колес используются, скажем так, узлы. Это закрепление колес от автомобиля Таврия. Задние колеса. Здесь используется, в принципе, этот тормозной барабан. Фланец для закрепления, то есть как бы
В данной конструкции мы как бы крепим наоборот. У автомобиля, скажем так, вращается тормозной барабан, а фланец закреплен. Ну, как-то там на раме постоянно. Я там с устройством автомобиля не особо знаком, чтобы сказать, куда он там. Вот этот фланец, на котором у нас колесо, это как бы это он не вращается. Закреплен на конструкции автомобиля, вращается тормозной барабан вот этот. А у меня сделано наоборот, то есть так как эта деталь массивная, в принципе, скажем так, это достаточно широкий фланец, чтобы удобно было выставлять колесо в данном случае в этом применении. Я решил, так сказать, все это сделать наоборот. Ну, а это в качестве побочного эффекта, в принципе, тут получается на фланце установлены разные резьбы, нарезаны. Пришлось применить разные болты, то есть как бы крепление у нас колеса получилось не совсем симметричным. Поэтому для колес требуется балансировка, естественно, потому что разные болты, разные веса стоят. Ну и фанера, которая применяется, это такой материал, что тут возможен дисбаланс. То есть, но это, пока я балансировку не делал, это еще предстоит, это необходимо. Хотя особой, скажем так, большой вибрации не ощущается, чтобы она там как-то сильно это не давало работать. Но этот недостаток нужно устранить. Толщина колес составляет 30 мм. Они склеены из двух слоев фанеры, толщина которой 15 мм. Верхнее и нижнее колесо у нас одинаково по размерам и по толщине. Ну а для привода нижнего колеса тут установлен шкив на него. Шкив выполнен из фанеры 18 мм. Прорезан паз для ремня. На нижнее колесо крепится на шурупов. 6 шурупов стоит. Рассмотрим механизм натяжения верхнего колеса. Он состоит из внешней рамки, закрепленной на вертикальной стойке. Внутри движется внутренняя рамка, на которой закреплено колесо через фланец. Ну, в данном случае применяемая мною конструкция — это тормозной барабан. Для движения рамки вверх, когда мы ленту натягиваем, применяется шпилька. Здесь пока она затягивается гайкой, но в дальнейшем я, конечно, планирую тут какую-то ручку или закрутку поставить, чтобы это действие можно было осуществлять без применения ключей. Ну и если мы рассмотрим колесо, оттягиваем ленту, то она у нас тянется вниз, и у нас тут возникает изгибающий момент. То есть оно стремится опрокинуться вниз, соответственно, в верхней части тут как бы действует у нас выталкивающая сила, направленная сюда. То есть мы здесь должны поставить ограничитель, который удерживает внутреннюю рамку вертикально. То есть тут в данном случае такие применены наклонные планки, потому что у нас, в принципе, диаметр фланца этот достаточно большой. Ну, то есть здесь, если устанавливать пластинку, диск будет упираться, поэтому я разнес вот крепление таким образом, чтобы это, в принципе, не мешало движению диска наверх, то есть чтобы он не упирался в эту ограничительную пластинку, скажем так. То есть мне пришлось сделать здесь две вот такие вот наклонные рейки, которые не мешают ему движению. Задняя часть у нас тут плоская получается, то есть тут
внутри там ничего не выступает из внутренней рамки. Она может свободно двигаться вверх-вниз. Поэтому здесь применяется просто вот такая широкая пластинка из сосны, которая не дает нижнему краю рамки как бы это выворачиваться, что ли. То есть вот, если действует сила на колесо вниз, тянущая от ленты, то у нас этот узел стремится опрокинуться. То есть тут в принципе нижняя опора получалась как бы автоматом между делом, что фланец как бы ходит еще. Но в принципе в этом нет необходимости. Если бы даже фланец был узкий, так сказать, и здесь было бы открытое пространство, то тут бы ничего страшного не происходило. Потому что эта часть, именно нижняя часть рамки, она внутрь вдавливается. Ну а здесь сзади верхняя часть открыта, потому что опять же тут силы нету отталкивающей, то есть его тянет в ту сторону, вперед. Вся конструкция у нас опирается на нижнюю опору. Ну вот тут в принципе видите устройство, то есть я, наверное, останавливаться на деталях подробно не буду. Ну только отмечу, что она в принципе съемная, держится на двух стойках. И вот тоненько она у нас идет на нижнюю рамку. То есть здесь она крепится на болтах. Соответственно, здесь установлены 4 болта. И одновременно эти же болты держат узел крепления двигателя. То есть у нас получается нижняя опора съемная. Столик в принципе тоже можно снимать. Поэтому тут мы можем как бы освободить механизм и использовать, скажем так, настольную эту конструкцию или это стационарную превратить, скажем так, в обычную пилораму, которая ездит на тележке, если в этом будет необходимость. Ну пока, скажем так, реально я об этом не думал и нет такой востребованности. Ну, скажем так, это принципиально такое возможно, и если в будущем такая потребность возникнет, то можно ее, скажем так, и поставить на тележку, рельсы какие-то поставить и использовать для распиловки бревен, если, конечно, по мощности она оправдает, будет удачно справляться с этим, то возможно и такое применение без каких-то существенных переделок конструкции. Мы просто лишние компоненты снимаем, устанавливаем в другое место, можно использовать ее и таким образом. Ну и отмечу еще раз, что у нас еще идет работа над конструкцией, то есть нужно делать защиту, нужно электрическую часть доводить до ума, то есть закрыть конденсаторы как-то. Даже еще не установлен выключатель, она просто включается в розетку вилкой. Вот, выключатель уже есть, надо будет устанавливать. Работа еще идет. Вся несущая конструкция ленточной пилы, как можно видеть, в принципе у нас выполнена из дерева. Вся распиловка производилась на вот этой вот циркулярной пиле, установленной в стол. Это у меня была ручная обычная циркулярка, мощность у нее 2,2 киловатта на коллекторном двигателе с редуктором. Я ее устанавливал в стол. В принципе, если интересует конструкция, я могу подробно остановиться на этом, сделать отдельное видео. У меня вот здесь выключатель, потом стоит регулятор мощности. Это, скажем так, устройство необычное, нетрадиционное для подобных устройств, но мне оно очень помогает.
Ну и также еще установлено устройство плавного пуска. Потому что пила весьма дергалась при включении. То есть мне это не понравилось, и я решил и плавный пуск на нее поставить, кроме этого. И, в общем-то, несмотря на ее, скажем так, неказистый вид такой, она, тем не менее, меня полностью удовлетворяет. Дает достаточно стабильную ширину распила, направляющая вот, быстросъемная такая на эксцентрике тут. Это, наверное, отдельно, если будет интересно, я подробно расскажу. На этом, я думаю, все. Благодарю за внимание. Высказывайте свое мнение. Жду комментариев. Спасибо.